Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 10 декабря. Поговорим о церковном календаре. Сегодня в православном календаре отмечаются сразу два праздника. Обратите на это особое внимание. Также уделим внимание народному календарю и поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 10 декабря. Итак, друзья, далее все более подробно. Итак, 10 декабря православная церковь отмечает два праздника. Один из них посвящен иконе Пресвятой Богородицы Знамения, ну а второй преподобному Роману Антиохийскому. Итак, 10 декабря верующие вспоминают о преподобном Романе Антиохском. Сирийский пустынник родился в киликийском городе Рос. Достигнув зрелого возраста, он перебрался в Антиохию. И здесь, приняв монашество, он провел остаток жизни. С молоду предопределил свою судьбу, выбрав непростой путь. Его домом стало чужое и очень тесное помещение. Он никогда не зажигал огонь, не пользовался светильниками, питался хлебом с солью, который запивал ключевой водой. В юном возрасте Роман Антиохийский принял строгую аскезу. Он перестал стричь волосы, так что к концу жизни локоны обвивали его туловище. Единственной одеждой преподобного была рубаха, волосяница и вериги. Так назывались железные оковы, которые надевают на тело, чтобы усмирить плоть. Обладая даром чудотворения, Роман спас от смерти многих людей. Кого-то исцелил от тяжелых болезней молитвами, кому-то указал верный путь. Строгие ограничения и благие дела позволили включить монаха в лик святых еще при жизни. Также 10 декабря православная церковь отмечает праздник Знамения Пресвятой Богородицы. И этот день почитается 10 декабря икона Божьей Матери, именуемая Знамение. Появился святой образ на Руси в XI веке, а название уже получил после чуда, которое случилось в 1170 году. В этот период соединенные силы русских удельных князей подошли к стенам Великого Новгорода с целью захватить город. И жителям оставалось уповать только на чудо. Они дни и ночи напролет молились Господу Богу, прося защиты. На третью ночь архиепископ Илья, молившийся перед образом Иисуса Христа, услышал голос свыше, приказавший ему взять икону Богородицы и установить на стену города, что он и, соответственно, и сделал. Во время обстрела одна из стрел врагов попала в иконописной лик, после чего из глаз Богородицы потекли слезы, а сама икона повернулась к городу. После такого чудесного знамения врагов охватил ужас, и они стали нападать друг на друга, что дало возможность новгородцам с легкостью их победить. В честь этого памятного события и установлен праздник, отмечаемый и по сей день. Иконе Знамения Пресвятой Богородицы молятся о прекращении стихийных бедствий и войн. Образ защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье. В домах устанавливали иконы, чтобы защититься от пожаров, от воров и других напастей. Святой лик помогает и в исцелении различных болезней. Перед ним молятся, отправляясь в дальнюю дорогу, просят об избавлении от бед и несчастья. А мы вам, друзья, в описании к этому видео оставим молитвы, которые рекомендуем прочитать в этот день, 10 декабря. Также, если у вас есть возможность и желание, постарайтесь в этот день, 10 декабря, сходить в церковь, поставить свечку за здравие. Благо, 10 декабря у нас с вами в этом году воскресенье. Также помните о том, что у нас с вами продолжается рождественский пост, но это только для тех, кто его действительно держит.
Ну а в народном календаре этот день назвали День Романа, Романов день или Знамение Пресвятой Богородицы. Наши предки в народный праздник 10 декабря ожидали чего-то особенного. Этот день издавна считался важным и судьбоносным. Новое знакомство или поездка в этот день 10 декабря могли изменить судьбу. Верующие люди считали, что Богородица в этот день может подарить предзнаменование, которое нужно правильно только расшифровать. Праздник 10 декабря старались провести наши предки с позитивным настроем и верой в лучшее. Люди старались делать комплименты друг другу и совершать только добрые поступки. В этот день молились и святому Роману об исцелении от болезней и даровании радости материнства. Также удачный народный праздник 10 декабря считается и для лечения любых глазных болезней и плохого зрения, а также для рукоделия. Знахари в этот день лечили детей от испуга и от ночных кошмаров. Традиционно в этот день наши предки ходили в церковь, чтобы помолиться у иконы Божьей Матери Знамения. Просили защитить от ссор в семье и всякого врага, помочь в поиске потерянных вещей. Люди внимательно прислушивались и присматривались ко всему, что происходит вокруг. Считается, что в этот день Богородица дарует предзнаменование. Важно на знамение заметить знак свыше и правильно, конечно же, его растолковать. Также наши предки 10 декабря молились святому Роману, просили его избавить от несчастий, горести и помочь тем, кто отправляется в дальнюю дорогу. Бездетные женщины просили Романа Чудотворца избавить их от бесплодия и подарить радость материнства. Верили, что молитвы в этот день чудодейственны. Также этот день считается благоприятным для охотников и лесников. Хорошей народной приметой считалось прогуляться в лесу 10 декабря. Тогда человек всю зиму будет здоровым. А особенно большая удача ждет того, кто найдет в лесу сброшенные рога лося. На знамение был обычай прогонять все печали и неурядицы с помощью обряда на ветер. Для этого нужно было встать на рассвете, не умываясь, не расчесываясь, тепло не одеваясь, выйти во двор и встать к ветру лицом, чтобы выдул все плохое. После вернуться домой, умыться проточной водой, прочитать обязательно молитву Матери Божией, трижды перекрестившись, и подмести пол в доме. В день знамения Пресвятой Богородицы на Руси обязательно подавали к столу пироги с самыми разнообразными начинками. Считалось, что выпечка служит символом благополучия и достатка в семье. А потому, отведав пирогов, домочадцы долгое время будут жить дружно, и денег в семье тоже будет прибавляться. Рыбаки в этот день на промысел не ходили. В народе говорили, что к знамению вся рыба прячется, поэтому рыбалка будет просто-навсего бесперспективной. Было принято ходить в лес, искать рога лосей, которые в этот период их сбрасывали. После захода солнца на знамение Пресвятой Богородицы женщины зажигали лучины и проводили различные обряды и ритуалы, читали магические слова. А мы вам предлагаем провести ритуал от несчастий и горестей. Брали перец и посыпали им воду, далее делали большой глоток, и нужно было проговаривать следующие слова: «Горечи сполна хлебнула». Затем второй, сопровождая этими же словами, после третий, также произнося данную фразу. Потом в воду добавляли ложку меда и пили, говоря следующие магические слова: «Воду метком послащу, все беды уберу». Далее допивали воду до конца, затем трижды осеняли себя крестным знамением, читая молитву «Отче наш» обязательно 9 раз. 10 декабря завершается первая декада зимы, и наши предки чутко следили за облаками, звездным небом, полетом птиц, прислушивались к ветру. И это для них было очень важно, чтобы знать, как начнется весна, какой будет урожай в следующем году. Поэтому если на рассвете стать лицом к северному ветру, то считалось, что все печали и беды уйдут. А если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло будет оттепель.
Дым из трубы поднимается столбом к похолоданию, а слетается вниз к потеплению. Багряная заря к сильному ветру. Коровы сопят и фыркают к морозу. Если на лучине много нагара, будет холодно. Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают к потеплению. Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым. В Романов день, 10 декабря, именины отмечают Василий, Яков, Иван, Николай, Всеволод, Роман, Борис, Гавриил, Федор и Сергей. Человек, рожденный 10 декабря, обладает жизненной стойкостью и большой силой воли. Эти люди не нуждаются в похвале и не идут на поводу у других людей. Но в качестве талисмана, как вариант, им подходит аметист, который поможет развить внутренние способности и познать мудрость Вселенной. Также талисманом людей, рожденным 10 декабря, является бирюза. Вы знаете, в Персии, где и добывалась бирюза, ее именовали фирузе, что означало «счастливый камень». Именно бирюза считается счастливым камнем, который приносит обладателю только положительные эмоции. Сны, увиденные в ночь с 9 на 10 декабря, нужно понимать как напоминание. В эту ночь можно увидеть того, перед кем вы в долгу, или те сферы жизни, которые вы забросили. После пробуждения необходимо записать свой сон и подумать над исправлением ситуации. Кроме того, в ночь с 9 на 10 декабря может присниться сон-указатель. Так, если у вас есть мысль, в целесообразности которой вы сомневаетесь, задайте себе перед сном соответствующий вопрос. В сновидении вас может посетить и озарение. Важно верно его интерпретировать, используя для этого интуицию. Ну, а чтобы сон, увиденный в ночь с 9 на 10 декабря, сбылся, необходимо в течение этих дней соблюдать спокойствие и, конечно же, душевное равновесие. Также не следует и никому рассказывать о своем сновидении. В противном случае шанс на то, чтобы оно сбылось, будет стремиться к нулю. Что же можно было делать 10 декабря по народным приметам и церковному календарю? Вы знаете, в Романов день верующим стоит отправиться в церковь и помолиться перед иконой Божьей Матери, которая известна как знамение. На ней Дева Мария запечатлена в воздевшей руки молитве. Считается, что обращение к святому Роману перед ликом этой иконы способствует избавлению от бесплодия. На Руси в этот день занимались выпечкой. На столе обязательно должны были быть домашние пироги, булки и любые другие мучные лакомства. И давайте теперь поговорим о том, что же нельзя было делать 10 декабря по народным приметам. Вы знаете, если 10 декабря стоит теплая погода, то ни в коем случае не стоит в этот день рукодельничать, потому что можно зашить тепло, и зимой померзнут все озимые, а также на домашний скот нападет погибель. Если же в день Романа лютует ветер, то не рекомендуется начинать утро с умывания и расчесывания. Также наши предки считали, что нельзя 10 декабря рыбачить, поскольку рыба в этот день глубоко прячется, и тот, кто ее начнет тревожить, рискует разбудить водяного, который разозлится и может утянуть рыбака на дно. Также нельзя в день Романа проходить мимо сброшенных лосиных рогов. Охотнику их нужно обязательно подобрать и повесить дома в качестве оберега от злых людей и нечисти. Также эти рога могут исполнить самое заветное желание, если их рукой потереть. Делать это можно только один раз в году, 10 декабря. По народной примете в этот день нельзя и пускать в дом нищих, поскольку вместе с ними могут прийти в семью болезни и бедность. В этот день также категорически нельзя ссориться, ругаться матом, оскорблять кого-то, а также рассказывать чужие секреты, доверяться мало знакомым людям. Все сказанное 10 декабря имеет огромный вес, обратите на это внимание.
Также нельзя совершать необдуманные покупки и вообще относиться к деньгам в этот день легкомысленно. Не стоит в этот день лицемерить, льстить, пытаться угодить кому-то и брать на себя чужую ответственность. Иначе весь следующий год вы будете проживать не свою жизнь. Также в этот день не стоит пользоваться острыми предметами. Ну а если у вас потерялась вещь, следует помолиться иконе Божьей Матери Знамения, и после этого потерянная вещь обязательно найдется. Вот такой, друзья, у нас с вами день 10 декабря по народным приметам и церковному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.